Всем привет! Меня зовут Татьяна. В первой части мастер-класса мы связали основу шапочки с отворотом вовнутрь. В этом видео свяжем двойные ушки с завязками и в следующем видео сошьем подкладку из флиса. Ссылку на мастер-класс шапочки оставлю под видео. Резиночку шапки мы вязали из 100 петель. 100 петель разделим на 5 частей. Получается, одна часть равна 20 петлям. Вот таким образом мы распределяем петли. Одна часть 20 петель на затылочную зону, две части по 20 петель на ушки и две части 40 петель на лобовую зону шапочки. Я отметила маркерами распределение петель. Вот у меня начало наборного ряда, но я серединку затылочной части отметила по симметрии рисунка. От серединки отсчитала в одну сторону 10 петель и в другую 10 петель. Это у нас задняя часть шапочки. На ушки по 20 петель и на переднюю часть шапочки остается 40 петель. Приступаем к вязанию ушек. Вот я связала одно двойное ушко с завязкой. В серединке повторила узорчик шапочки. Вы можете связать ушки просто резинкой 2 на 2 или одними лицевыми. Это на ваш выбор. Главное принцип вязания самих ушек. Давайте свяжем второе ушко вместе. Вязать я буду в 2 нити, как и саму шапочку. Будем набирать петли ушка из нижнего края шапочки вместе сгиба. Начнем с лицевой стороны шапки. Первая петля у меня из изнаночной дорожки. Оставляю небольшой хвостик, позже я его закреплю. Поднимаю петлю на спицу и провязываю лицевой. Так как шапочку я вязала в 2 нити, я буду поднимать петлю за 2 нити. Далее поднимаю петли лицевой дорожки, провязываю лицевыми. Одна, вторая. Петли изнаночных дорожек буду провязывать изнаночными. Для этого воспользуюсь вспомогательной спицей. Можно также использовать крючок. Поднимаю петлю, провязываю изнаночной. Вторую поднимаю, провязываю изнаночной. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные. Две лицевые. И опять поднимаем петли из изнаночной дорожки вместе сгиба, провязываем изнаночными. Две лицевые, 2 изнаночные. Две лицевые. И последняя 20-я петля из изнаночной дорожки, мы ее провяжем лицевой. Ниточку сразу закреплю. Один конец хвостика протяну через петельку и концы нити свяжу, не слишком затягивая. Потом я их спрячу внутри. Далее будем набирать петли с внутренней стороны шапочки. Так как отворот шапочки я вязала одной нитью, я буду поднимать петельки за одну ниточку. Поднимаю первую петлю в лицевой дорожке, провязываю лицевой, ниточку подтягиваю. Следующая изнаночная. Изнаночные буду провязывать скрещенными, чтобы не было дырочек. И еще одна изнаночная. Две лицевые. Изнаночная скрещенная. Изнаночная скрещенная.
2 лицевые и так далее. Набираем 20 петель. Набрали, разворачиваем вязание на лицевую сторону и начинаем провязывать набранные петли. Первый ряд будет немного туго вязаться, потом как обычно. Вяжем по рисунку. Первая лицевая, еще 2 лицевых, две изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых и последняя петля лицевая. Разворачиваемся на внутреннюю сторону, возобновляем вязание. Первая петля лицевая, ниточку хорошо подтянем, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее. Провязали первый ряд. Ниточку зафиксирую и присоединю к внутренней стенке ушка с изнаночной стороны. Оставшийся хвостик скроется внутри ушка. Вяжем второй ряд. Лицевая, ниточку не забываем подтягивать каждый раз. 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. И следующей лицевой дорожки я буду провязывать косичку. И для этого в этом ряду добавлю 2 петли к 2 лицевым. Лицевая, поднимаем петельку предыдущего ряда, не ту, из которой провязывали, а предыдущую. Провязываем лицевой. Поднимаем следующую лицевую петлю предыдущего ряда, провязываем лицевой. И лицевая основная. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и еще одна лицевая. Разворачиваем вязание. Лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязываем до конца кругового ряда, не забываем подтягивать ниточку в начале и в конце поворотного ряда. Третий ряд ушка. 3 лицевых петли, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. И далее перекрещивание петелек. Повторяем узор косички. Меняем местами. Центральная на крайнюю вправо. Провязываем лицевыми. И центральная на крайнюю влево. Провязываем лицевыми. Две изнаночные. Две лицевые. Продолжаем вязать по рисунку до конца кругового ряда. Четвертый ряд вяжем по рисунку. 3 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые,
2 изнаночные. В начале вязания узора косички я сделаю 1 перехлёст петель, а далее буду делать перехлёст 2 раза подряд, как в основном узоре шапочки, через 2 ряда. Провязываем 4 лицевых косички, 2 изнаночные и так далее по всей окружности. И в следующем 5-м ряду начнем делать убавки, которые будем делать через ряд. Вяжем 5-й ряд. Лицевая, лицевая. И следующую лицевую разворачиваю, чтобы она легла на изнаночную, провязываю их вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево. Вот на готовом ушке видно, как крайние лицевые дорожки соединяются, создавая имитацию окантовки ушка, и продолжают узор лицевых дорожек резинки шапочки. Можно делать убавки и после провязывания первой лицевой, если, например, вы вяжете другим узором. Мне просто захотелось продолжить рисунок. Далее по рисунку изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 4 лицевых косички, второй ряд без перекрещивания, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная. Разворачиваем изнаночную петлю, чтобы она легла под лицевую, и провязываем их вместе за передние стенки лицевой с наклоном вправо. И еще 2 лицевые. Разворачиваем. И с внутренней стороны ушка я буду делать убавки немного по-другому. Лицевая. И провяжу 2 изнаночные петли вместе, разверну, чтобы мне было удобнее их провязывать, и провязываю вместе уже за передние стенки. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные разворачиваю и провязываю за передние стенки. Одна лицевая. 6-й ряд вяжем по рисунку без убавок. В косичке делаем первое перекрещивание петель. Провязываем самостоятельно и встретимся в 7-м ряду. Там мы опять будем делать убавление петель. Итак, 7-й ряд. Лицевая, лицевая. И следующую лицевую разворачиваю, чтобы она легла на изнаночную. Провязываю их вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные. Выполняем перехлёст петель в косички. Две изнаночные, 2 лицевые. Разворачиваем изнаночную петлю, чтобы она легла под лицевую, и провязываем их вместе за передние стенки лицевой с наклоном вправо. И еще 2 лицевые. Разворачиваем. Лицевая. Разворачиваем изнаночную петлю, чтобы она легла под лицевую, и провязываем их вместе за передние стенки лицевой с наклоном вправо. Лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, лицевая. И следующую лицевую разворачиваю, чтобы она легла на изнаночную, провязываю их вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево. И еще 1 лицевая.
Разворачиваемся и 8 ряд вяжем по рисунку без убавок. Косичку провязываем лицевыми, без перекрещивания петель. Провязываем 9 ряд с убавками. Лицевая, лицевая. 2 следующие лицевые разверну и провяжу вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево. Далее лицевая, 2 изнаночные, 4 лицевых косички, 2 изнаночные, 1 лицевая и 2 лицевые вместе за передние стенки с наклоном вправо. И еще 2 лицевые. И на внутренней стороне ушка делаем убавление петель. Буду убавлять петлю из изнаночной дорожки. Лицевая, подтягиваем ниточку, лицевая. И следующую лицевую разворачиваю, чтобы она легла на изнаночную. Провязываю их вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево. Изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная. Разворачиваем изнаночную петлю, чтобы она легла под лицевую, и провязываем их вместе за передние стенки лицевой с наклоном вправо. И еще 2 лицевые. 10 ряд. Вяжем по рисунку без убавок. В косичке делаем первое перекрещивание петель. 11 ряд. Продолжаем убавлять петли. 2 лицевые. И следующие 2 лицевые разверну и провяжу вместе с наклоном влево за задние стенки. 2 изнаночные. Второе перекрещивание в косичке. Меняем местами, провязываем лицевыми. Две изнаночные и 2 лицевые за передние стенки с наклоном вправо. 2 лицевые. Вот что получается. И на внутренней стороне лицевая, лицевая. И следующую лицевую разворачиваю, провязываю вместе с наклоном влево. И еще 2 лицевые и 2 изнаночные. 2 лицевые. Разворачиваем изнаночную петлю, чтобы она легла под лицевую, и провязываем их вместе за передние стенки лицевой с наклоном вправо. И еще 2 лицевые. Вот что получается с внутренней стороны. И 12 ряд. Вяжем по рисунку без убавок. Косичку провязываем лицевыми, без перекрещивания петель. 13 ряд с убавками. Лицевая, лицевая. И следующую лицевую разворачиваю, чтобы она легла на изнаночную. Провязываю их вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево. Изнаночная. 4 лицевых косички. Изнаночная. И следующую изнаночную разверну и провяжу с лицевой за передние стенки с наклоном вправо. И еще 2 лицевые. И на внутренней стороне лицевая, лицевая. 2 следующие лицевые разверну и провяжу вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево. Лицевая, 2 изнаночные, лицевая и 2 лицевые вместе за передние стенки с наклоном вправо. И еще лицевая, лицевая. 14 ряд. Вяжем по рисунку без убавок. В косичке делаем первое перекрещивание петель. Продолжаем 15 ряд с убавками. Лицевая,
лицевая. И следующую лицевую разворачиваю, чтобы она легла на изнаночную. Провязываю их вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево. Далее выполняем второе перекрещивание в косички, меняем местами, провязываем. Изнаночную разверну и провяжу с лицевой за передние стенки с наклоном вправо. И еще лицевая, лицевая. И на внутренней стороне лицевая, лицевая. Две следующие лицевые разверну и провяжу вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево. 2 изнаночные и 2 лицевые вместе за передние стенки с наклоном вправо. И еще лицевая, лицевая. 16 ряд. Вяжем по рисунку без убавок. Косичку провязываем лицевыми без перекрещивания петель. 17 ряд. Лицевая, лицевая. 2 следующие лицевые разверну и провяжу вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево. 2 лицевые и 2 лицевые вместе за передние стенки с наклоном вправо. И еще лицевая, лицевая. С внутренней стороны 2 лицевые. Далее 2 вместе с наклоном влево за задние стенки и 2 вместе за передние стенки с наклоном вправо. 2 лицевые. 18 ряд свяжем по рисунку, но убавим 2 петли косички, чтобы количество петель уравнялось. 2 лицевые. Следующие 2 лицевые вместе за задние стенки с наклоном влево и 2 лицевые вместе за передние стенки с наклоном вправо. И еще 2 лицевых. Разворачиваемся и на внутренней стороне провязываем по рисунку все петли лицевые. Далее будем делать убавления в каждом ряду. Лицевая, 2 вместе за задние стенки с наклоном влево. И следующие лицевые 2 вместе за передние стенки с наклоном вправо. Лицевая. И на внутренней стороне аналогично. Лицевая, 2 вместе за задние стенки с наклоном влево. И следующие лицевые 2 вместе за передние стенки с наклоном вправо. Лицевая. И в следующем ряду 2 вместе за задние стенки с наклоном влево. И следующие лицевые 2 вместе за передние стенки с наклоном вправо. Поворачиваем вязание. 2 вместе за задние стенки с наклоном влево. И следующие лицевые 2 вместе за передние стенки с наклоном вправо. Далее на внешней стороне ушка лицевая, лицевая, а на внутренней 2 вместе. И начинаем вязать завязочку. Провязываем на эту же спицу 2 петли с внешней стороны шапочки. Разворачиваемся. Вязание сдвигаем вправо. Нить с левой стороны. Подводим нить к крайней петле и провязываем ее. Ниточку подтягиваем. И еще 2 петли. И вновь вязание сдвигаем вправо, нить с левой стороны, подводим нить к крайней петле справа, провязываем лицевую, ниточку подтягиваем и оставшиеся 2 лицевые. Продолжаем.
Не забываем каждый раз подтягивать ниточку. Вязание всегда развернуто к нам лицевой стороной. Мы спицу не разворачиваем, не поворачиваем, а только сдвигаем спицу влево, вязание вправо. И каждый раз возобновляем вязание с крайней петли, справа. Вот такой полый шнурочек получается. Так вяжем на желаемую длину шнурочка. Я связала шнурочек длиной 32 сантиметра и далее буду закрывать петли. Провязываем 2 петли вместе за передние стенки. Возвращаю петлю на спицу и вновь провяжу вместе. Еще раз закреплю нить. Обрежу и спрячу внутри шнурочка при помощи иглы с тупым концом. Получается очень аккуратно. Сейчас я шапочку постираю, высушу и приступлю к раскрою и пошиву подкладки из флиса. Вот так шапочка выглядит после стирки. Такие ушки и завязочки мы с вами связали. В следующей части мастер-класса мы выкроем и сошьем подкладку из флиса. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Впереди еще много интересного. До скорых встреч!